Всем привет! Это Алена. Сегодня сливочно-шоколадный торт мороженое. Если вы еще не подписаны на мой канал, приглашаю подписаться и нажимайте на колокольчик. Этот торт эффектный и его очень просто приготовить. Для коржа мы возьмем печенье и сливочное масло. Для мороженого сливки вот такие 33% жирности, лучше 35%. И молоко сгущенное, не вареное. Для декора какао и шоколад. Приготовим корж. Печенье берите такое, которое легко ломается. Я взяла шоколадное. Измельчаем печенье в крошку. Вы можете измельчить печенье скалкой, просто положив его в пакет. Пересыпаем крошку в миску. Добавляем сливочное масло. Вот оно у меня, видите, как уже размягчилось? Можно просто, чтобы на столе постояло долго, а можно в микроволновку и хоп-хоп-хоп. Вливаем сливки. 2 столовые ложки. Можно добавить немножко соли, буквально щепотку. Вот. Перемешиваем. Как проверить, что мы хорошо замесили? Смотрите, я крошку сжимаю в руке, оп, и отпускаю, она держит форму. А потом обратно вот так раскрошить можно. Пергаментная бумага. У меня форма разъемная, диаметром 24 сантиметра. Выкладываем на дно шоколадную крошку. Вот так я немножко ложкой разбросаю. И теперь стаканом. Вот так. Оп, 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 оп. Уберем в холодильник на пару минут. Вливаем сливки в глубокую миску. Сливки должны быть очень хорошо охлажденные. Взбиваем. Сначала на малых оборотах, потом на максимум. У меня обычный миксер. Если у вас сливки будут недостаточно охлажденные, взбивать вы можете минут 7. Если будут очень холодные, то 5-6 минут. Посмотрите, какой консистенции получаются сливки. Вот я их поднимаю, и они крепко держатся. Вы видите? Теперь мы будем вливать сгущенку и тут же взбивать, но уже на малых оборотах. Тут уже цель не взбить, а больше размешать. Около 1 минуты, долго не надо. Делим мороженую массу на глазок пополам. В оставшуюся половину добавляем какао. Вот так перемешали с большего. Можно добавить ванилин, но я не буду добавлять, потому что в печенье был ванилин, и в шоколадной крошке он тоже есть. Ну вот, я взбивала так 20-30 секунд. Шоколад. Нарезаем его на крошку. Произвольно. Вместо шоколада вы можете взять кусочки фруктов. Будет очень вкусно. Вот так еще поперек немного надрежу. Теперь эту шоколадную массу я примерно поделю зрительно пополам и положу половину шоколадной крошки в шоколадное мороженое. Слегка перемешаю. Берем 2 ложки основание. И начинается мое самое любимое дело. Вдоль бортиков мы ставим пергаментную бумагу. Выкладываем чайной ложечкой. Одной кладем, второй сдвигаем. Вот такие по ложке где-то на расстоянии друг от друга, как будто бы мороженого шарики. Теперь между ними кладем шоколадные шарики. Шарики как легли, так и легли. Мы их уже не сдвигаем с места и не шевелим, иначе они начнут перемешиваться друг с другом. Второй слой. Там, где у нас был шоколадный, мы кладем чисто сливочный. И опять шоколадный. Можно вот так немного потрясти. Видите, оно ровнее ложится. Шоколадный слой получается более густой за счет того, что мы в него положили какао. А само белое мороженое пломбир не такое густое, оно более легкое. Посыпаем какао и кусочками горького шоколада.
Можно слегка ложечкой вот так их придавить, чтобы они крепко лежали. Торт готов. Ставим в морозильную камеру на 6-7 часов. Лучше на ночь. И вот так открываем. Не спеша, не спеша. Я вот так стягиваю. Оп. И смотрите, я держу все на одной руке, видите? Теперь мы снимаем пергамент и выкладываем в блюдо. Оп. Важный момент, чтобы торт-мороженое было легко нарезать, опускайте нож в горячую воду на несколько секунд каждый раз перед нарезанием. А затем вытрите насухо. Лучше всего нарезать такой торт через 10-20 минут, как вы достали из морозильной камеры. Очень приятное получается сочетание белого, молочного, сливочного мороженого слоя вместе, вот прямо на контрасте с шоколадным слоем. А в шоколадном слое еще попадаются и кусочки черного шоколада. Вот смотрите, оп, видите, я беру, и вот он шоколад. Тает. Торт не холодный, он постоял уже, нагрелся. Вот так легко-легко я отламываю. При этом он все время держит форму, видите? Торт шикарный, бюджетный, выгодно его сделать самой. Более того, он необычный. И если вы его поставите на праздничный стол, все будут довольны. Я добавляю шоколада побольше. Вы также можете вот именно в белый этот слой добавить шоколадную крошку. Она будет еще ярче на контрасте смотреться. Готовьте со мной. Этот тортик того стоит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Пока-пока.